Всем привет, меня зовут Ируша. В этом видео я буду говорить о том, почему мужчины, подростки, молодые люди, молодежь не хочет заниматься любовью с настоящей девушкой, женщиной. Есть даже такое понятие, как сексуальная рецессия. И родители могут бить тревогу и не понимать, почему у их сына нет интереса в 23 года к отношениям, в 25, например. Может быть, у кого-то вообще не было никогда отношений, а он уже достаточно взрослый мальчик. Это общая тенденция, это не значит, что так у всех, но все больше и больше действительно появляются мужчины, ребят, которые не стремятся вообще в отношения. Ну, во-первых, конечно, разводов очень много, и вокруг уже видят, что отношения заканчиваются очень плохо, поэтому основной из вопросов — зачем? Нет понятия, зачем сейчас нужны отношения. Конечно, мужчины, молодежь, подростки становятся более избирательны. В огромном количестве сейчас есть порнография. Об этом я обязательно сегодня скажу, как она влияет. Ну и также я сегодня поговорю о таком жанре, как True Crime. Это сейчас популярный очень жанр про маньяков и остальных, там не буду даже эти слова плохие называть, которые всех в ужас вот так вот подвергают, немножко триггерит, и это людям интересно на психологическом уровне узнать мотивы. Но, может быть, кто-то подумает, к чему я вообще здесь сейчас это приплету, но вы потом в процессе поймете, почему я и эту тему сегодня затрону. Сейчас у ребят есть страх быть брошенным, обманутым, уязвимым, но кто-то не готов на это. Не надо никому открываться, нету никаких рисков, не нужно переживать и травмировать свою психику. Это путь наименьшего сопротивления. Сейчас ребята думают, в близости нет ничего такого особенного, ради чего, в принципе, надо напрягаться. Армия вебкамщиц, различное порно, неограниченный доступ к любому контенту — это дополнительные гвозди в крышку для мотивации идти и заводить отношения. Подростки сейчас очень рано сталкиваются с порнографией. Это очень плохо. И это очень просто, потому что не надо выстраивать никаких отношений. Романтический флёр пропадает. Очень много об этом с детства говорят, знают, привыкают к этому, и поэтому это не кажется чем-то таинственным. Порноиндустрия считается проявлением демонизма и даже сатанизма, с которым каждый нормальный человек должен бороться. Сила спасения не в том, чтобы не делать зла, а в том, чтобы мужественно противостоять этому злу. Порнография — это зависимость, а где зависимость, там страдания. Может быть, не все задумываются, но порноиндустрия заменяет образ матери, образ порядочной, скромной женщины, воспитывающей детей. И заменяется на образ развратный и озабоченный. Раньше коллективная идентичность, то есть похожесть, она определяла общество. У соседа была практически такая же судьба, как и у другого. Давно стала иметь значение индивидуальность. Гендер стал размываться, но очень хорошо стали делить на национальности за последнее время. Также стали очень четко разделять женщину и мужчину. Сейчас на первый план выходит желание достижения не семейных, не в семье, а индивидуальных. Что нужно конкретно мне? Когда была сексуальная революция, тогда обещали, что будут сняты ограничения. Наступит золотая эра, в которой все будут счастливы, удовлетворены и спокойны. Не получилось. Порнография — то, чем сейчас увлекается огромное количество людей, и это переходит в сумасшедшую зависимость. Она отнимает у молодых ребят, например, путь от юности к взрослой жизни. 100 миллионов посетителей в день на этих площадках, где показывается разврат. Показано, что порнография абсолютно разрушает личность человека. Отношения, даже если они потом будут, они будут искажены. Огрубление сердца происходит. И к теме близости уже потом подходят очень небрежно. Давно произошел распад сексуальных нравов. Уже давно стерто, что можно
показывать, а что нельзя. Конечно, мужчин и ребят можно понять, есть аргументы действительно весомые, да, начиная с вопроса, зачем, если сейчас, например, там такие женщины, девушки, если там все заканчивается плохо, там и так далее. И, соответственно, в сознании у тех, кто этим всем увлекается, уже нет этой четкой грани, потому что всегда хочется чего-то большего. У меня был случай, когда мужчина в магазине ко мне подошел, уточнил, есть ли у меня кольцо на пальце или нет, и подвел своего сына и сказал, я очень переживаю за него, потому что ему там уже 26, по-моему, было, и до сих пор у него нет девушки, и он даже не интересуется ими. А вы вот такая вот хорошая, вы мне сразу понравились, давайте я вас познакомлю. Это, конечно, это было очень... Видно было, как папа переживает действительно. Обещала сказать про жанр True Crime. К чему я вообще об этом сегодня хочу сказать? Мне недавно YouTube подкинул видео про маньяков, или там видео кто-то пропал, и вот нашли, там тело разрезали, там по холодильнику расфасовали. В общем, вот такие вот... ужасные заголовки, конечно, их специально делают для того, чтобы на них кликали. Кликают это в комментариях, пишут, что страшно, 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 но все равно смотрят. Там и сеет хаос в голове людей, страх. Что мы отдаем в этот мир, то и получаем. И если огромное количество людей живет в страхе, боится, то что будут получать люди? Только еще больше страха. И сгущаться будут краски, и все становиться будет все чернее и чернее. Знаете, это увлечение и желание смотреть такие видео сигнализирует о том, что общество нездорово. Состояние общества становится плачевным. Кто-то говорит о том, что должно настать время, когда мы все придем к тому, что обратный отсчет пойдет, что должно что-то измениться, и люди дойдут до той точки, когда уже невозможно будет находиться в том состоянии, в котором сейчас пребывают люди. Но, с другой стороны, зачем ждать этого часа X, если можно сейчас взять и начать себя, подавать пример хороший другим людям. Больше думать и говорить о добре. Благодаря этому все вокруг обязательно должно стать лучше. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже скоро в новом видео. До встречи. Пока.